гостей нашего канала и наших подписчиков. Сегодня занялась утилизацией старых джинс и старых штор. Также у меня скопилось много мелких обрезков джинсовой ткани, которые тоже хочется прибрать. Да, вот такие шторки у нас. До такого состояния кошечка наша довела. Сейчас мы их приберем. Расправим и нарежем полоски шириной 3 сантиметра. Полосок нужно будет много. Ну, по мере израсходования будем подрезать. Вот наши полоски. Выбрали, конечно, целые места. Ширина полосок 3 сантиметра. Ткань не сыпется, очень удобно с ней работать. Обрезки джинсы я разобрала по цвету, по длине. И из них будем формировать нашу джинсовую розу, Crazy розу. Начнем с коротких кусочков. Для Crazy розы, для основы взяла старое кухонное полотенце 65 на 50 сантиметров кусочек. И где-то примерно в центр кладем вот такой вот неправильной формы отрез ткани. Прикалываем его, фиксируем хорошо. И вокруг него начнем сейчас вить нашу розу. Но роза будет не простая, а роза с окантовкой из наших штор. Сначала я подбираю маленькие кусочки, как вот одного цвета, как они лягут у нас. Вот, чтобы хорошо все перекрывалось. Видите, цвет у меня внутри темный, а по краю будет более светлый тон. И в круг мы этот тон не замыкаем, чтобы у розы была такая динамика движения была цвета. Вот видите, круг я не замкнула светлым фоном. Немножко подрежем лишнее, уберем, примерим еще раз. Все хорошо легло. Вот совпали все концы у нас. Все лишнее мы убираем. А эти кусочки мы окантуем полосками из шторной ткани. Шов проложим примерно на лапочку, на лапку. Вот так вот безотрывным методом все и пришьем их. Переходим к машинке. Так, вот прошили. Разрезаем уже на детали, на нужные нам. Лишнее все убираем. И начинаем выкладывать. Отгибаем нашу шторную окантовочку. Здесь еще кусочек небольшой, поэтому можно быть не закалывая. Вот так зафиксируем. И строчкой все это закрепляем. Потом точно так же следующий кусочек. Отгибается шторная полоска. Укладывается на место и фиксируется строчкой. И так вокруг нашего темного, темно-синего центра. Все 4 лепесточка. Ну вот еще раз покажу. Отгибаем, прикладываем. Здесь можно еще без булавок, потому что детали небольшие. Выравниваем, чтобы в край у нас там было, край закрыт был. И строчкой белой ниточкой в тон штор фиксируем. Концы можно закрепки не ставить, потому что тут многократно будет сверху еще детали пришиваться. Следующая деталь наша, опять отгибаем шторную полоску. Прикладываем, где у нас это будет. Смотрим, чтобы совпало край детали предыдущей. И строчкой фиксируем. И так мы двигаемся по кругу. В принципе, прием этот всем известен, я думаю. Crazy роза. Но эффект всегда разный, зависит от отделки и от ткани, которую мы используем. И также фиксируем. Лишнее, чтобы не было толщины, мы уберем. Срежем лишние все толщинки. Здесь тоже, да. Теперь возьмем следующий тон, потемнее. Сначала мы примеряем, какие детали у нас пойдут на этот круг. Подбираем методом подбора здесь, конечно. Обязательно проверяем, чтобы все стыки до конца закрылись верхней деталью. Вот, проверяю все детали. И в круг опять не замыкаем цвет темный, для того, чтобы, я говорю, была динамика цветочка нашего. И теперь также каждую деталь окантовываем полоской из шторной ленты. Переходим на машинку. Вот безотрывным способом подкладываем к шторной ленте детали из джинсы, той стороной, которая у нас будет играть окантовочную роль. И все хорошо безотрывно прошиваем. Закрепок никаких не ставлю, потому что я говорю, что очень многократно там еще будет фиксироваться верхними деталями это все.
Все это несложно. Я думаю, что многие так шили уже, используя разные материалы. У нас видео есть, где мы шьем по этому же принципу сумку, только использовалась у нас рубашечная ткань для окантовки джинсовых деталей. Ссылочку на это видео мы оставим внизу. Экономия ниток, экономия времени, когда безотрывным способом шьем. Вот прикладываем следующий круг, уже роза у нас стала больше, все и больше. Здесь деталей уже не хватает по длине, поэтому можно взять две маленькие детальки и стачать их между собой. Только обязательно смотреть, чтобы перпендикулярно линии притачивания был шов. Вот. Здесь мы окантовку уже отгибаем, но фиксируем булавками, потому что деталь уже достаточно длинная и уже не удержать ее двумя руками для того, чтобы аккуратно пришить. Поэтому фиксирую, отгибаю, фиксирую булавочками и укладываю на наше изделие и под машинку. И видите, цвет все время меняется у нас. То темный круг, то светлый круг. И роза получается такая живая у нас. Края мы обрезаем до размера подушки плюс по 2 сантиметра от края. То есть если подушка 60 на 45, то 62 на 47. Так, теперь беремся за наши джинсы. Из них вырезаем максимально возможные элементы, которые будем окантовывать не оверлоком, а будем окантовывать, обрабатывать сеточкой. Всегда рекомендую вместо оверлока использовать сеточку. Она не дает толщины. Вот ее практически незаметно, и у нас получаются чистые аккуратные швы. Ширина 3 сантиметра. Вот собрала из кусочков, возможно, максимальных, каких удалось скроить. Стачиваем шов. Потом мы его закрываем сеточкой. Отворачиваем. Сейчас более детально еще покажу. Вот мы пришили нашу сеточку. Отворачиваем, фиксируем нашими помощниками зажимами. И второй строчкой мы зафиксируем. И у нас получаются чистые обработанные швы. Так, ну и сверху мы еще проложим отделочную строчку, чтобы швы у нас все были зафиксированы и изделие получилось плоским. Таким образом мы выкроили две детали из наших джинс 47 на 37 сантиметров. Это будет у нас задняя сторона наволочки. Наволочка, я подумала, что будет закрываться на молнию, но для того, чтобы срезы были чистыми под молнией, мы также их окантовываем сеткой. Пришиваем с одной стороны, с другой стороны сеточку. И как на предыдущем видео мы отворачиваем и кладем еще одну строчку фиксирующую. Срез у нас под молнией получается чистый и не имеет толщины лишней. И не нужен оверлок. Вот и с этого края также. Края наши для втачивания молнии готовы. Молния. Ну вот у меня подходящая нашлась потайная молния. Но я ее буду сшивать как обычную молнию. Поэтому не обращайте внимания, что она потайная. Так, лицом к лицу складываем. И кладем строчку. Конечно, лучше использовать лапку для вшивания молний. Пришили. Развернем на лицевую сторону и сделаем отделочную строчку, чтобы зафиксировать молнию, чтобы изделие было гладким, плотно, ровным у нас. Вот все хорошо получилось, ровно. Теперь вторую половину нашей наволочки. Опять же, лицом к лицу складываем лицо джинсы, кладем на лицо молнии. Можно зафиксировать, конечно, все это булавками, чтобы здесь вот положить строчку. И вот с этой стороны мы кладем строчку, опять же используя лапочку для молнии. Ну и снова сверху кладем отделочную строчку, чтобы зафиксировать нам это место. Все, оборотная сторона наволочки готова, но она у нас пока чуть шире, чем нужный нам размер. Сейчас еще закончим работу с молнией. Зафиксируем края молнии сверху и снизу многократными строчками вперед-назад, для того, чтобы она у нас не развалилась. И можно тогда лишние хвосты молнии обрезать. Лишнее все удаляем. Все, задняя сторона наволочки у нас в принципе готова. Сейчас поработаем с ее размером. Так. С одной стороны выравниваем
вертикальный срез выровняли. Здесь у нас, видите, лишнее. Это для того, чтобы нам сформировать складочку клапан над молнией. Отмеряем от молнии 2 сантиметра. 2 сантиметра сверху и снизу. Наш маркер исчезающий нам в помощь. Очень удобно им работать, рекомендую всем. И закладываем складочку. Здесь можно обойтись прищепкой, да, очень удобно. Сформировали складочку на 2 сантиметра от молнии. Это мы с вами формируем клапан, который будет прикрывать молнию на наволочке. Теперь боковой срез верхней наволочки совмещаем с боковым срезом нижней детали наволочки. Вот так вот. И у нас получился, сам собой сформировался клапан. Очень удобно, не надо ничего вымерять, высчитывать. Всем рекомендую этот способ, очень удобно. Многократно им пользуюсь. Зафиксируем его, чтобы он у нас не развалился, не изменил размер нашей верхней детали. Перекусим прищепочки на все 3 слоя нашей джинсы. Переворачиваем. И нашу складочку внутреннюю в клапане зафиксируем строчкой. Вот так вот, строчкой насквозь, все 3 слоя. Все, строчка положена. И одну часть клапана мы зафиксировали. Ну и я люблю вот верхнюю часть тоже фиксировать все-таки дополнительно. Можно просто заутюжить ее, но я всегда ее фиксирую тоже строчкой. Для этого мы перекусим наши защипы, прищепочки. Освободим эту складочку для того, чтобы под машинку было удобно. Вот. И изгиб зафиксируем строчкой. Можно просто отутюжить. Так, вот клапан наш готов. Все хорошо. Обязательно нужно расстегнуть молнию, а то иначе потом в подушку внутрь наволочки не влезть. Это уже на горьком опыте на своем. Так, аккуратно расправляем, чтобы там клапан у нас лег плашмя горизонтально. Расправляем все, совмещаем все боковые, верхние и нижние срезы. Фиксируем их прищепочками. Вот клапан проверили, что у нас расправлен. Все правильно лежит, все хорошо, аккуратно. Фиксируем по периметру все прищепочками. Ну или булавочками. И стачиваем по периметру на ширину лапки. Все стачали, но у нас с вами не обработаны швы. Для этого мы используем опять-таки нашу полоску сетки. И просто вот так вот сгибаем вокруг шва, фиксируем булавками. И срез у нас будет чистый. Сетка не сыпется, оверлок здесь нам не нужен. И все будет чисто аккуратно. Аккуратно расправляем все. Многократно. Лучше побольше прищепочек поставить, чтобы все аккуратно у нас было. Сначала мы так оформляем 2 длинные линии одной строчкой. Вот все, уже срез у нас обработан и чистый. С одной стороны, и с другой стороны. И теперь таким же образом сеточкой обрабатываем боковые стороны, вертикальные. Аналогично. И наша наволочка готова. Срезы все чистые, обработанные, закрытые, ниточки не сыпятся. Так, вот помните, я говорила, что нужно обязательно ставить молнию приоткрытой. Выворачиваем нашу наволочку и наполняем подушкой. Клапан отлично лег, все расправилось. Наша подушка готова. Надеюсь, что вам понравилось наше видео, наша подушка, наши приемы. И до встречи на новых проектах.